Сидела недавно в ТикТоке, периодически сижу, деградирую. Есть такое. И там, значит, видео такое, типа, несколько фактов, которые вам то ли не понравятся, то ли которым вы удивитесь. И среди фактов был такой факт, что женской дружбы не существует. Я, естественно, пошла посмотреть комментарии, потому что я прямо чувствовала, что там сейчас забомбят, особенно девушки. Так и есть. Вот там было фактов где-то 5, с которыми можно было поспорить. Но все зацепились, что женской дружбы не существует. Я согласна с этим фактом. Женская дружба существует до тех пор, пока не появится мужик. Вы тоже можете меня закидать санными тряпками, забить камнями. Пошла листать видео. И мне попадается похожее видео, тоже про женскую дружбу, но там уже женщина, ей лет, наверное, 70, может, чуть-чуть поменьше, побольше, ну, непонятно. И она рассказывает, как она поссорилась со своей подругой буквально вот из-за мужика. Там ситуация была такая, то, что у ее подруги, у дочери появился молодой человек, они как-то вместе собрались, молодой человек что-то там начал возбухать. И, короче, повел себя некрасиво в гостях у этой женщины. То ли тарелку опрокинул, то ли что-то, я уже не помню точно, но она говорит, вот 50 лет дружбы прям на смарку. Потому что, когда она сказала этому молодому человеку, типа, давай-ка сваливай из моего дома, потому что ты поступаешь нехорошо, ну так нельзя себя в гостях вести, ее, естественно, подруга, которая вместе с ними была там в гостях, начала на нее, короче, наезжать, и они рассорились в пух и прах. Женской дружбы не существует. Она существует, да, в каких-то моментах, когда вы можете там пожаловаться друг другу, пообсуждать какую-нибудь другую подругу. Да, но как только появляется мужик, все, дружбе конец. И это пример не только вот этой женщины. У меня тоже есть такая ситуация. Я много раз попадала в такую ситуацию. Как только появляется у одной из подруг мужчина, подруга сразу же уходит на второй план. Вообще на последний план. Также моя дружба, как сказать, якобы дружба продлилась больше 20 лет. Мы с ней буквально с детства, со школы дружили. Поддерживали друг друга, все было хорошо, ничего не предвещало беды, как вдруг у ней появился мужчина. И мы буквально вот как-то собирались вместе, чтобы понимали, у меня тоже есть мужчина, у меня есть муж, у меня есть дети, у меня есть семья. Но мне никогда в голову не приходило, что я должна кого-то ставить на первое место, какие-то приоритеты поставлять. Вот подруга – это подруга, семья – это семья. Это как бы две разные вещи, почему они не могут уживаться вместе. В моем мире, в моем понимании мира, это может существовать вместе. Как бы, подруга, я с ней с 15 лет знакома. А с мужем, естественно, мы поменьше знакомы, но это тоже как бы важная часть моей жизни. Но о подруге я никогда не забывала. И вот тут как-то недавно у подруги появился молодой человек. Я не против. Почему нет? Хорошо, прекрасно. Тем более она была в разводе. Мужчина появился, это же хорошо. Плохо, что ли? Просто в один день как-то мы собрались. Как я уже говорила, я семейный человек. Для меня, чтобы какое-то событие, допустим, с подругой отметить, мне надо хотя бы как бы заранее договориться, выделить время, расставить какие-то, отложить дела, какие-то не очень срочные на потом. Выделить время специально для подруги. Почему нет? Договорились, все, посидели, мы собирались куда-то идти, то ли в кафе, то ли в кабак. Неважно. Вообще не важно. И тут ей звонит, еще нужно уточнить, что как бы ее молодой человек как бы был не против нашей встречи, что как бы, в смысле не против. Да ладно, это их собачье дело, не мое. И она говорит, да, все, зашибись, все, наш вечер, мы только вдвоем, мы там будем развлекаться, мы будем вместе. Вместе нормально, как подруги, проведем время. Тем более это редко бывает. Уже нарядились, накрасились, это такой процесс-то не быстрый. И тут ей пишет молодой человек, типа, все, я освободился. И знаете, что она делает? Она говорит, все, я пошла. В смысле, куда ты пошла? Он освободился. Я говорю, подождите, я тоже освободилась. Для меня это целое событие, чтобы
собраться с тобой, это мне нужно просто бросить все свои дела буквально и посвятить вечер только тебе. Нет, ты не понимаешь, у меня приоритеты, то есть, ну, хорошо, я не против твоих приоритетов. Я говорю, ну так чисто по-человечески не делается. То есть мы с тобой договорились, мы с тобой собрались, мы с тобой 2 часа наряжаемся, красимся, мы уже спланировали, куда мы пойдем, сколько времени проведем, о чем будем разговаривать, что будем делать. Лично для меня вылазка из дома – это не то чтобы событие, но мне надо заранее спланировать свое время. Я тоже семейный человек, у меня тоже есть муж, у меня тоже есть семья. И как бы, ну так не делается, я говорю, ну хоть бы это самое сказала бы, ну хоть что-нибудь сказала, она просто побежала. Я все понимаю. Ты не понимаешь меня, ты эгоистка, думаешь только о себе. Я говорю, хорошо, я эгоистка. Говорит, она мне пишет уже там, я расставила приоритеты. Я говорю, хорошо, я поняла, твои приоритеты, значит, в приоритете у тебя вот этот молодой человек. Я говорю, хорошо, я не в приоритете. Господи, да ради бога, 20 лет дружбы, какие приоритеты? О чем я вообще, господи, раскатала губу? Ты не можешь просто за меня порадоваться? Я очень рада за тебя. Честно, правда. Просто ситуация вышла очень некрасиво, и я ей пыталась объяснить, я говорю, ну просто так некрасиво поступать. Ты со мной договорилась, ты со своим молодым человеком договорилась, я со всей семьей договорилась, прости господи. Сколько действующих лиц было задействовано, и мы договорились за несколько дней, все обговорили, а ты просто берешь и... Какие договоренности? О чем ты, господи? У меня тут же счастье, ты не можешь за меня порадоваться, и вообще ты эгоистка. Я говорю, хорошо, я эгоистка, не могу порадоваться. И вот, значит, прошлый Новый год я ей, короче, пишу, типа, Наденька, с днем, с Новым годом, там, счастья, здоровья, ля-ля-ля, тополя. Она мне отвечает, ну ладно, может, спит, как я. На следующий день, естественно, она мне ничего не ответила. И на второй день не ответила, и на третий день не ответила. Я уже так это, я говорю, Надь, ну как это? Я говорю, ну если ты даже, извиняюсь, в Новый год не можешь вспомнить обо мне, то лучше вообще не вспоминай. Когда тебе плохо, не вспоминай обо мне. Когда тебе хорошо, не вспоминай обо мне. Не надо. Тем более я эгоистка, я не могу за тебя радоваться, я не могу за тебя переживать. Не надо. Ни в празднике, ни в будни, ни ночью, никогда не вспоминай обо мне. Все, забудь. Надоела мне такая дружба. Я не подхожу, наверное, на роль подруги. Вы знаете, дружба на чем держится? На обсуждении кого-то. Вот если у вас нет там молодого человека, вы обсуждаете чьи-то другие отношения. Как только у кого-то появляется молодой человек, и ты его не засираешь, то уже все, это как будто так, в смысле? Он тебе нравится? У тебя там прям все серьезно? Или о чем с тобой говорить? Вот такое ощущение складывается, как будто вся женская дружба строится на обсуждении кого-то. Девушек, мужчин, отношения, поступки чьи-то. Все. Вся дружба на этом строится. На обсуждении каких-то проблем, либо обсуждении чьих-то проблем. Вот. И все. Мне кажется, это не особо такая дружба. В общем, я разочаровалась. Все эти 20 лет у нас реально дружба на этом и строилась. Мы вот собирались вместе и все, начинали обсуждать. Ни погоду, ни цены, извиняюсь, там, ни зарплату, какая она маленькая или большая, нет. Мы обсуждали кого-то, все время кого-то обсуждали. И ладно бы, знаете, люди, как я себя обсуждаю, там, допустим, там Киану Ривз такой красивый. Нет, там соседка у меня, капец, блин. Пуделя завела такого страшного. Ну, то есть вот так, вот такие вот. Вот такая вот дружба, вот такие вот обсуждения. Заблокировала ее нафиг, чтобы она... Потому что я знаю, как только ей что-то плохо станет, она мне позвонит обязательно, и ей не важно будет. Устала я, не устала, работаю, не работаю, сплю, я не сплю, она позвонит и потребует от меня внимания. И я буду ведь слушать ее, я буду ее слушать, буду ее поддерживать, сочувствовать ей. В общем, я ее просто-напросто заблокировала везде. Вот все вот эти вот несколько дней новогодних праздников, я так думаю, что у нас, в общем-то, по факту-то и никакой дружбы-то и не было. Потому что мы тупо собирались и языками чесали, и кому-то кости перемывали. Но это не дружба, это какой-то, блядь, змеиный клубок. Я могу быть не права. Если я действительно не права, я признаю это, но
по крайней мере, на данный момент в моем мире женской дружбы не существует. Это что-то другое, это не дружба. Всем добра. С Рождеством, кстати.